Здравствуйте, товарищи! Сегодня у нас 7 августа 2026 года. Пятница, местное время, 21 час 3 минуты. Итак, тема видеороликов у вас перед глазами. Это вопрос программирования биороботов и принуждения тахионов. Это два разных процесса, но они полностью взаимосвязаны. Программирование биороботов осуществляется с помощью матрицы. Принуждение тахионов осуществляется также с помощью матрицы, но через запрограммированные действия биороботов. Я подробно это объясню. Также в этом видеоролике я хочу рассказать о том, кто может увидеть и понять Мессию и грядущего царя. Ну и вопрос руководства Российской Федерации, то есть Кремля, к Богу. А нас-то за что? Почему Россия? Почему Россия? Ну вот давайте по порядку. Прежде чем я перейду непосредственно к теме, которая вот здесь на заставке, значит, описана, я хочу вам коротко рассказать о том, как 30-31 июля и 1 августа наблюдалась синхронизация жизненных состояний между мною и руководством Российской Федерации. Эту синхронизацию мы с Лилией Викторовной наблюдаем регулярно и постоянно. Просто в определенные дни она менее слабо проявляется, в другие дни более ярко проявляется. Но вот самое яркое проявление синхронизации жизненных состояний между мною и руководством Российской Федерации за последнее время, довольно длительное время, очень яркая синхронизация была 1 августа 2026 года. Как раз в это время в Москве произошел террористический акт. Было взорвано самодельное взрывное устройство у входа в ресторан, где там какие-то люди, которых официально не объявляли, значит, пострадали. Так вот, 30-31 июля происходило нарастание тяжелых состояний у меня. В последние годы матрица делает так, чтобы я не сильно остро ощущал эти синхронизации. В последний год, календарный год, уже явно, значит, прям четко мы видим с Лилией Викторовной, как в то время, когда, значит, в Российской Федерации что-то происходит тяжелое, а у меня синхронизация и с российским руководством, и с Россией в целом, так у меня тяжелые состояния. То есть в моей жизни никаких событий не происходит, трагических, плохих и так далее, а просто-напросто у меня очень тяжелые состояния, иногда они усугубляются какими-то болезнями, хроническими болезнями, которые у меня есть. Чаще всего это обостряется хронический гастрит, или хронический бронхит, или хронический остеохондроз, или грудного отдела, или поясничного отдела. Вот это вот самые частые, значит, физические боли, которые сопровождают очень тяжелое состояние. Это состояние душевное, духовное, ментальное, психическое, в общем, короче, вот так вот. И матрица, значит, во-первых, она перестала почти, совсем событий никаких нету в моей жизни, чтобы сопоставить их, только вот состояние. Более того, матрица стала меня укладывать спать в самое тяжелое время, когда вот это вот состояние начинается. В России там какие-то события происходят, и плюс тяжелое состояние у людей или у руководства России. А у меня только тяжелые состояния, и причем Россия в это время, когда самое пиковое тяжелое состояние, она меня укладывает спать. 31 июля
Я в эти сутки спал больше 14 или 15 часов спал. Проснусь, схожу в туалет, чаю попью, покурю и снова спать. А 1 августа 2026 года я проспал более 20 часов в сутки. Более 20 часов. То есть я днем спал, ночью спал, просыпался, в туалет схожу, чаю попью, покурю и снова ложусь и тут же засыпаю. Вот таким вот образом матрица бережет меня от слишком тяжелых моменты, когда наблюдается синхронизация жизненных состояний между мной, Россией, и между мной и российским руководством. Матрица бережет мое здоровье, бережет меня, бережет мое психическое состояние и ослабляет вот такими действиями, значит, всю тяжесть, которую мне пришлось бы перенести, если бы она этого не делала. Это вот так. Далее, теперь, значит, что у нас там по картинке? Программирование биороботов и принуждение тахионов. Этот вопрос мне задавали тролли ФСБ. Ну, матрица, конечно, задавала вместо них эти вопросы. Но вопрос действительно важный. И я должен разъяснить не только, значит, сотрудникам Федеральной службы безопасности, ну, может быть, и руководство России как-то интересуется моей деятельностью, не знаю, и для других людей тоже. Значит, смотрите, что происходит. Вообще, как здесь на Земле происходит взращивание тахионов. На сегодняшний день мы находимся в периоде, когда заканчивается этот период, который я называю в книгах период мертвого взращивания тахионов. Тахионы еще мертвые. Значит, как происходит их взращивание? Здесь нужно сказать, что для наиболее полного понимания вот этого процесса мертвого взращивания тахионов, ну и оживления тоже, нужно будет изучить то, как происходит обучение искусственных интеллектов. Вообще компьютеры, компьютерные технологии, а теперь вот и искусственные интеллекты, все это на Земле создано именно для того, чтобы тахионы могли бы вот на этом примере компьютеров, на примере, значит, компьютерных программ, на примере искусственных интеллектов понять, что с ними здесь на Земле происходит. Так вот, тахионы периодически воплощаются в человеческих биороботах на Земле. Программы матрицы составлены богами-коммунистами, можно говорить Богом. Таким образом, значит, чтобы наполнять мыслительные системы тахионов определенными знаниями, информацией, определенным практическим опытом и одновременно слегка так интеллект развивать. В период мертвого взращивания главными целями являются: первое – взращивание, формирование системы чувственного восприятия у тахиона. Все те эмоции, которые мы наблюдаем у человеческих биороботов, все это генерирует матрица. Тахионы, воплощенные в биороботах, все это воспринимают как будто их собственные действия, как их собственные переживания, и таким образом у них начинает постепенно, медленно формироваться система чувственного восприятия. Они начинают чувствовать боль, чувствовать любовь, ненависть, радость, горе и так далее. Свободная воля тахионов является неприкосновенной. Матрица программирует только биороботы. Тахионы не программируются. И вот для каждого человеческого биоробота заранее приготовлена судьба, программа судьбы,
То есть какие действия будет совершать этот биоробот, какие переживания у него будут, какие мысли у него будут, что именно он будет говорить и так далее. Вся жизнь биоробота от всех его эмоциональных состояний, физических, физиологических, ментальных, духовных и всех прочих, до мыслей, слов и конкретных действий, поступков, там руками шевелить, ногами шевелить и так далее, все действия биоробота заранее расписаны. Заранее. Преступления и наказания, героические подвиги и слава, научные открытия, слава как за научный, как первооткрывателя, или наоборот, кто-то что-то изобрел или открыл, а его не признают. И вот так, для каждого своя программа. Для каждого биоробота своя программа заранее составлена. И тахионы в эти биороботы помещаются. Когда тахион находится в биороботе, здесь на Земле, все, что с биороботом происходит по этим программам, тахион воспринимает как сам, свое собственное. Таким образом он получает информацию через этот биоробот. Он получает какие-то чувства, эмоции, система чувственного восприятия у него совершенствуется. Интеллект в это время развивается очень и очень слабо, практически не развивается. Главное в период мертвого взращивания это полностью сформировать систему чувственного восприятия. Чувство несправедливости и так далее, и так далее, и так далее. Чувство желание познать истину, ну и все прочее. Так вот, некоторое время назад один из троллей ФСБ в Максе, в чате, мне задал вопрос, а как же будет суды как будут работать? Ведь биороботы ни в чем не виноваты, их матрица запрограммировала, они совершили преступление, они не виноваты, поэтому, значит, их никто и не должен судить за это, их нужно оправдывать всех. Нет, это все сделано не так. Биоробот по программе совершает какое-то преступление, и за это он должен понести какое-то наказание. Одни биороботы, согласно их программе судьбы, избегают наказания, да, таких случаев много. Другие, значит, не могут избежать наказания, получают это наказание или через государственные структуры, через полицию, через суды и так далее, система заключения, там смертная казнь, где в государствах есть. А есть такие биороботы, вот, допустим, в криминальном мире, они совершили какое-то преступление против своих, не по понятиям что-то сделали. И их судят вот эти авторитеты, воры в законе судят. И приговаривают к чему-то. Это тоже суд. Тоже бывает избегают, но суд догоняет. Кто-то, значит, изобрел что-то. Изобретатель великий. Ему по судьбе положена слава. Он эту славу получает. Или премия государственная, деньги, или награды какие-то. Вот. Кто-то изобрел что-то, а его не признают. Он мучается так, умирает в безвестности. И все это накопление опыта. В этом видеоролике я не смогу все это объяснить. Сейчас, когда я перейду к объяснению, значит, тех событий, которые сейчас развиваются в России и вокруг России, эту тему же я продолжу. То есть то, что сейчас происходит война между Россией и США, между Россией и Евросоюзом, между Россией и Украиной, ну и другими государствами, которые там в НАТО, туда-сюда. Вот. Это тот же самый процесс, когда, значит, биороботы совершают какие-то поступки, а тахионы, воплощенные в этих биороботах, получают информацию, знания, получают новый какой-то практический опыт, жизненный опыт. При этом, значит, они испытывают разные эмоции, состояния, боли и так далее, радости, которые генерирует матрица через биоробот. Тахионы все это воспринимают. И вот, значит, Бог выбрал
заранее, я об этом давно говорил, что еще до того, как Земля была создана, еще до того, как было Солнце создано, значит, уже была известна программа существования здесь человеческих цивилизаций, какого-то количества человеческих цивилизаций. Каждая новая очередная человеческая цивилизация на Земле начинается с того, что заселяется новая учебно-тренировочная группа тахионов. Их численность примерно 100 миллиардов особей. И вот первые 500 тысяч лет примерно эти тахионы воплощаются на Земле в человеческих биороботах, и у них происходит формирование системы чувственного восприятия. Значит, они получают какие-то знания, информацию какую-то, значит, мировоззрение, ну, это то же самое, да? И вот таким образом, значит, они проживают. Биоробот проживает жизнь полностью на 100% запрограммированную. Тахион внутри этого биоробота матрицей, силой через биоробот принуждается к тому, чтобы что-то усваивать, какие-то уроки усваивать, как правильно поступать, как неправильно поступать. За это будет награда, за это будет наказание там, и так далее. Там, все прочее. Тахион это все получает. Тахион не программируется, но тахион принуждается. Матрица через биоробот принуждает тахион к познанию чего-то, получению наказаний, совершению каких-то действий и так далее. Свободная воля тахионов при этом не ущемляется ни на сколечко. Матрица не запрограммирована на то, чтобы программировать тахион. Принуждать к действиям, да. То есть это такой процесс, когда тахион проживает все то, что происходит с биороботом. Биоробот гибнет во время войны, взрыв, биоробот разорван на кусочки, а тахиону ничего не сделалось, он просто раз и отключился от биоробота. Биоробота не стало, он отключился и все. Все быстро, мгновенно, там доли секунд и все. И тахион уже свободен. Вот. Когда биоробот испытывает мучения физические, тахион воспринимает это как свою собственную боль и получает необходимый жизненный опыт и так далее. Когда биоробот получает славу, наслаждение, радость от жизни, богатство, там, ну, разные наслаждения там, и так далее, то тахион это тоже воспринимает как свои собственные заслуги, и все, вот он получает знания, опыт практически и так далее. Тахионы периодически меняются, значит, то в одного биоробота, то в другого, чтобы получить полный спектр всего жизненного опыта, как положительного, так и отрицательного. Чтобы испытать и славу, и поражение, и любовь, и ненависть, и радость, и горе. Тахионы воплощаются в разных биороботах. Суд, который происходит над биороботами, которые запрограммированы матрицей, он тоже запрограммирован. Суд тоже запрограммирован. Судьи запрограммированы. Одни биороботы судят другого биоробота. Все по программам. Все по программам. Программы заранее составлены. А тахион просто проживает это. Ну вот как вы фильм смотрите, да, какой-то эмоциональный человек смотрит фильм и переживает этот фильм вместе с героями этого фильма. Или книгу читает. Вот точно так же, что-то, ну не совсем точно так же, но очень похожая ситуация, когда биоробот проживает жизнь по программе. Ну, биоробот мертвый, он не проживает, в общем-то, ну, будем говорить, что проживает, да? Вот, биоробот, значит, проживает эту жизнь, а тахион, как реалити-шоу, фильм, смотрит это все, но тахион думает, что это он сам, что все эти события происходят именно с ним. Преступление поймали, наказали. Преступление, сбежал от наказания, гордый тем, что сбежал от наказания. Изобрел что-то изобретатель, биоробот. Его наградили, значит, государственную премию, слава,
почет, уважение, известность. Это биоробот все сделал. Матрица, управляя биороботом, все сделала. Тахион внутри этого биоробота смотрит реалити-шоу и думает, что это все с ним происходит. Вот сейчас появились много кинотеатров, появились, да? Ну, вначале были 3D, 4D, сейчас там 8D. Когда, значит, на человека, который смотрит этот фильм, воздействуют там различные устройства механические, там кресло качается, значит, вода брызгает, там еще что-то. Я не был сам в этом кинотеатре, внука водил на 4D там, или на 6D, не помню на какой, он мне рассказывал. Дочь ходила с зятем, там мне рассказывали эти. Точно так же тахион, воплощенный в биоробота, вот как этот фильм 8D смотрят, да, ну в фильме, значит, конечно, люди понимают, что он в кинозале в таком специальном находится, но все равно страшно некоторым. А наиболее эмоциональные, наиболее восприимчивые там очень сильно пугаются. Очень сильно пугаются некоторые, как бы все происходит за правду. Вот. Допустим, я помню хорошо, когда я где-то в 86-м, кажется, году, или в 76-м году я первый раз в жизни посмотрел 3D-фильм, демонстрационный фильм был в Алма-Ате, в городе Алма-Ата. Вот. Я был на соревнованиях по легкой атлетике там, и вот посмотрел этот 3D-фильм первый раз в жизни. Вот. Но фильм был демонстрационный, то есть без сюжета какого-то. Ну, интересно было, очень интересно, эмоции такие были, в общем, серьезно. Так вот, с тахионом, который воплощен в биоробота, происходит нечто подобное. Только там все взаправду. Тахион не знает, что он в кинотеатре находится. Он думает, что это все происходит с ним. И он думает, что вот умирает, это он сам умирает. Вот ноги оторвало, это ему ноги оторвало. А это биороботу оторвало ноги. Вот. На мину наступил, ноги оторвало. Все. Тахион воспринимает, что это у него ноги оторвало. Его ноги оторвало. На самом деле все это с биороботом произошло. И даже когда многие люди будут знать, что здесь на Земле происходит, тахион, биороботы, которые по программе Матрицы совершили преступление, они должны будут подвержены суду точно так же. Ну, законы немножко другие будут, но никакого прощения не будет, потому что тахион, который находился в биороботе, преступнике, должен приобрести этот практический опыт. Это наказание, а вот преступление, а вот наказание за это преступление. Понимаете, в чем дело? Вот так все должно быть. Ну и теперь, что происходит с Россией? Было запланировано заранее, когда еще не было Солнца и Земли, что вот на этой планете Земля нужно создать какое-то государство и заранее его подготовить к тому, чтобы именно в это государство пришел новый Мессия. Имам Махди, Майтрея, Калки Аватар, второе пришествие Иисуса Христа, грядущий царь, белый царь. Ну, выбрали Россию и все. Никаких заслуг ни у этих биороботов нету. Никаких заслуг у тахионов, которые воплощаются в биороботах россиян, нету. Просто заранее выбрали такое государство. И заранее судьбу этого государства, от самого его зарождения, там, 2000 лет назад, или когда там первые славяне появились, значит, все по программе. Вот. У тахионов вот в период мертвого взращивания матрица активна, взращивает амбиции, тщеславие, гордыню и так далее. Национальное разделение, религиозное разделение, социальное разделение, имущественное разделение. Матрица делит биороботы на самые разные группы. Для каждой группы своя собственная программа и так далее. Ну, не буду во все это вдаваться. Так вот, значит, запланировано было, что вот выбрали Россию. Россию будем заранее готовить к тому, что сюда придет грядущий царь, Мессия, Машиах, Майтрея и так далее. Он, значит, принесет вот это новое учение. Известно было заранее,
как будет называться учение, записки о мироздании Байтерек, учение о мировоззрении Байтерек. Это все было заранее известно. Текст этого самого... Тексты этих книг были заранее известны. Ну, может, там детали какие-то в текстах разрешили, может, мне изменить и все. Имя, фамилия, внешний облик, все физиологические данные вот этого биоробота моего были заранее запрограммированы и известны, что именно в этом биороботе воплотится тахион. И именно этот биоробот будет на Земле вот новым мессией, Машиахом, Майтреей и так далее. И это будет в России. И Россия должна быть первой его признать или не признать. Пока не ясно. Все это было программа. Единственное, чего не было известно, какой именно тахион нужно будет воплотить вот в этот биоробот, в котором я сейчас воплощен. Но имя этого тахиона заранее было известно. Тимур. Имя биоробота заранее было известно. Сергей Васильевич Томаровский. Где он родится, когда родится, как же проживет свою жизнь. Все заранее было запрограммировано. Единственное, чего не было запрограммировано заранее, какой именно тахион должен быть воплощен в этом биороботе, мессии. Тахиона выбирали из самых продуктивных, самых, ну, как сказать, пригодных для этой работы. Самых пригодных для вот этой работы. Чтобы воплотить этот тахион вот, в биоробот Мессии, Машиаха и так далее. И присвоили имя этому тахиону, когда он прошел все проверки, то есть я Тимур. Меня назвали Тимуром. А до этого у тахионов нет имен. Нету никаких имен. Там какие-то метки есть, значит, ну, как программные метки, как в программах там метят что-то, да, кодом каким-то, вот и все. Никаких имен у тахионов нет. Точно так же были подобраны, заранее были известны имена, место рождения, судьба тех биороботов, которые должны были меня поддержать в самое трудное время моего ментально-духовного распятия в 2020 году. Именно поэтому в 2019 году у меня появились, значит, вот те люди, которые меня поддерживали. Это все было заранее известно. Единственное, что не было известно, это какие именно тахионы будут воплощены вот в этих биороботах, которые меня поддерживали. Это Лилия Викторовна, Галина Викторовна, Сергей Яровой, Марина. Вот. Там еще были другие биороботы, которые очень быстро от меня отказались. А Сергей Яровой, Галина Викторовна, Марина, Лилия Викторовна, они не отказались от меня. Просто матрица их вот всех удалила от меня с помощью разных обстоятельств жизненных, по программе все. А Лилию Викторовну сделала моей женой, чтобы она и дальше помогала мне, чтобы мы вместе с ней вот распространяли учение мировоззрения Байтерек. Все россияне, которые сейчас воплощены все тахионы, которые сейчас воплощены в биороботах россиян, все по программе для этих тахионов. Они должны пройти, вот, получить очередную порцию знаний, информации, жизненного опыта. В биороботах российских руководителей точно так же воплощены тахионы, которые должны получить очередную порцию знаний, информации, очередную порцию практического опыта. И то, что, значит, меня в России никто не признает, это тоже было запрограммировано. Все по программе, все заранее. И теперь мне очень интересно, значит, что будет дальше. Мне ничего не сообщают свыше по поводу того, значит, что будет дальше с Россией и со мной. Признают меня, не признают и так далее. Ничего не сообщают. Но я пытаюсь как-то это предугадать, как-то проанализировать, как-то сам себе предсказать. Но у меня ничего не получается предсказать. Я только вижу варианты, которые могут быть. Ну, два диаметрально противоположных варианта. Меня признают или меня не признают. Если меня признают, значит, то мессией, то тут тоже как бы два варианта. Или меня просто признают мессией, но не пригласят на царство, или мессией признают и пригласят на царство, а я стану царем России, и тогда вот
Это один вариант. Или, значит, меня не признают, это совершенно другой вариант для России. Россия понесет наказание за то, что, значит, не признали Мессию, ментально-духовно его распяли и так далее. 2000 лет назад Израиль это сделал, и Израиль был разрушен, а евреев гоняли, до сих пор гоняют по всему свету. Вот так, в общем. Вот так вот все устроено. Так, что у нас еще там? Кто сможет увидеть и понять Мессию? Значит, увидеть и понять Мессию смогут только те, значит, биороботы, которых это запрограммировано. Но в них, в этих биороботах, воплощены тахионы такие, которым нужно приобрести вот такие знания и такой практический опыт, значит, новых исследований. Они должны будут провести исследования по методике наблюдения за результатами работы программ матрицы. Вот. Это тоже все будет по программе. Все будет по программе. Биороботы все будут делать по программе. Но я уже раньше говорил и писал, что я обязан в своих видеороликах обращаться, значит, как к биороботам, как к живым. Я понимаю, что это запрограммированные биороботы, но я вынужден обращаться как к живым, потому что я обращаюсь к тахионам. Я понимаю, что матрица управляет всеми моими оппонентами, всеми троллями ФСБ матрица управляет, я это прекрасно понимаю, но я вынужден отвечать как живым. У меня очень большие проблемы в этом плане. Я вынужден скакать из одного мировоззрения в другое. Когда я записываю видеоролики или пишу тексты, я разрываюсь иногда просто на части между старыми мировоззрениями, которые могут понять тахионы, воплощенные в биороботах, которые будут читать мои тексты и слушать, и между новым мировоззрением Байтерек. Я разрываюсь просто. Я разрываюсь. Это очень сложно объяснять мертвым тахионам, которые воплощены в биороботах, и все это происходит через матрицу, и матрица потом через этих же биороботов мне пишет комментарии там и так далее. То есть разыгрывается спектакль моего неприятия. Вот примерно так вот. Ну, что там еще? Теперь вопрос от Кремля к Богу. А нас за что? А вот зато вас накажут, матрица. За то, что у вас по программе предписано, я не знаю, что вам предписано дальше, но вот до сегодняшнего дня вы все прям поголовно меня отрицали. Отрицали. Не принимали. По программе. Все по программе. Дальше, что будет, не знаю. Ну, что бы дальше не было, все будет по программе. Начнете ли вы меня признавать, это будет по программе. Будете и дальше отрицать, все будет по программе. Наградит вас Бог за то, что меня признали, и царем пригласили и так далее. Все будет по программе. Накажет ли вас Бог с помощью матрицы за то, что вы меня отвергли и не признали? Все будет по программе. Все будет по программе. Ну, в общем, вот так, ребята. Но матрица будет постоянно сохранять иллюзию того, что якобы программ и не существует. Что тахионы все живые, все люди живые и на всю голову мыслящие. В общем, я на распутье, что мне делать дальше, ну только ждать. Вот этот видеоролик, к записи этого видеоролика готовился несколько дней, переносил его. Вначале одна тема была, потом другая, третья. Ну вот, в конце концов записал вот этот видеоролик. Получился он большой, 34 минуты уже. Ну, в общем-то, я вроде бы все вам рассказал. Последнее, что я вам скажу, ребята. Меня никто не сможет понять, если не научится наблюдать за результатами работы программ матрицы. Наблюдать за результатами работы программ матрицы смогут научиться только те тахионы, ну, во-первых, которым матрица это дело откроет по программе, а во-вторых, кому больше возраст чей от
роду более 40 лет. 40 и более лет. Ну, может быть, кто-то в 38 сможет полностью изучить вот это циклы синхронизации жизненных состояний, циклы энергетические, циклы и фазы в процессах реализации любых человеческих целей. Вот это в полном объеме сможет в полной мере изучить только тот тахион, который воплощен в биороботе, у которого физический возраст 40 и более лет. Вот так вот. Да, последнее, что я хотел сказать и забыл. Значит, все сделано так, чтобы признание, мое признание, началось бы не снизу, не из народа, а от руководства Российской Федерации. Изучать циклы и синхронизации жизненных состояний, циклы и фазы цели, энергетические циклы, по замыслу должно начаться и организоваться руководством Российской Федерации. Не простыми людьми, а именно руководством Российской Федерации. И именно руководство Российской Федерации должно меня признать, ну или не признать, как уж там по программе, не знаю. Вот, если признать, значит, и пригласить меня на царство, чтобы я мог бы дальше играть этот спектакль божественный, который называется «Жизнь человека разумного на земле», вот, и распространять учение мировоззрения Байтаек более эффективно, с максимальной эффективностью и с максимальной скоростью. То есть признание должно начаться от руководства Российской Федерации. Или тогда руководство Российской Федерации будет как-то наказано. В общем, будущего я не знаю. Мне никто ничего не сообщает. То, что там всякие предсказатели молотят, все это ложь от матрицы. Полная ложь. Там есть зерна истины очень маленькие. Остальное все ложь, ложь, ложь и ложь. Матрица начала создавать новых грядущих царей, новых мессий и так далее. Там молодежь уже втягивается там по 30 лет, меньше 30 лет, начинает что-то там заявлять, что они грядущие цари, мессии, хотя, в общем-то, ни мировоззрения нету, ни знаний нету, ни практического опыта нету, но матрица из них делает грядущих царев. Это биороботы, абсолютно немыслящие. Биороботы, они не имеют своей мыслительной системы. Биоробот, он и есть биоробот. Что в программе в него вложено, то он делает. Вот и они там грядущие цари. Новые грядущие цари, новые мессии появились и так далее. Ну все, давайте заканчиваем этот видеоролик. Если что-то непонятно, что ж я могу сделать? Значит, матрица вам не включила понимание. Не знаю, включит она вам, не включит, не знаю. Останавливаю запись.